Всем добрый день! Вы на канале, где собираются самые красивые и самые легкие в исполнении узоры. Меня зовут Яна, и сегодня я вам хочу предложить связать прекраснейший ажурный узор для летних изделий «Крупная сеточка». Для того, чтобы связать этот узор, нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 4, плюс 2 кромочные петли. Высотой этот узор состоит из 4 рядов. И для нашего образца я набрала 4 раппорта и 2 кромочные петли. Давайте приступать. Для того, чтобы начать вязать этот узор, мы должны провязать нулевой установочный ряд, который в дальнейшем повторяться не будет, он провязывается только в начале. И будет он у нас состоять из изнаночных петель. Кромочную мы снимаем и провязываем весь ряд изнаночными петлями. Если вы вяжете классическим способом, вяжите классическим способом. Старайтесь этот ряд связать посвободнее, не затягивая петли и нить. Нам это пригодится в следующем ряду. Первый ряд. Кромочную мы снимаем. Далее, следующие 2 петли мы должны подхватить обе за переднюю стеночку, снять со спицы. Следующую петлю мы должны провязать лицевой. Возвращаемся опять к переснятым петлям, подхватываем их и перекидываем через провязанную петлю. Вот так. Следующая петля у нас лицевая обычным способом. Не снимая со спицы, провязываем еще раз лицевой на ряд ниже, не скидываем. И третий раз эту же петлю провязываем обычным способом. Теперь скидываем. Это раппорт первого ряда. Повторяем. 2 петли вместе за переднюю стеночку подхватываем. Провязываем следующую петлю лицевой. Возвращаемся к переснятым петлям. Подхватываем их и перекидываем через провязанную петлю. Следующую петлю провязываем, делая из нее 3 петли. Одна лицевая обычная, вторая лицевая на ряд ниже и третья лицевая обычная. Вот. Получается, мы сначала делаем из 3 петель одну, потом из одной петли 3 и так далее. Из 3 одну, из одной 3. Давайте еще раз. 2 петли вместе, подхватываем за переднюю стеночку, снимаем со спицы. Следующую петлю мы провязываем лицевой, возвращаемся к переснятым петлям и перекидываем через провязанную лицевую. Следующая петля у нас лицевая обычная, лицевая на ряд ниже и еще раз ее провязываем лицевой. Вот так. И последний раппорт. 2 вместе подхватываем за переднюю стенку, снимаем. Следующая петля у нас лицевая. Возвращаемся к переснятым петлям, подхватываем их и перекидываем через провязанную петлю. Из следующей петли мы должны вывязать 3. Обычная лицевая, на ряд ниже лицевая и еще раз эту же лицевую провязываем. В конце кромочная мы провязали первый ряд. Изнаночный ряд. Все петли изнаночные. Тоже старайтесь не затягивать сильно петли. Вяжите посвободнее. Каждую петельку мы провязываем изнаночной.
Раппорт узора основной провязан. Сейчас мы будем смещать рисуночек в шахматном порядке. Давайте продолжим. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Если в первом ряду мы переснимали 2 петли за переднюю стеночку вместе, то в третьем ряду мы начинаем вязать из одной петли, вывязывать 3 петли. Лицевая, еще одна лицевая на ряд ниже, и еще раз третий раз провязываем эту же лицевую. Следующие 2 петли мы подхватываем за переднюю стеночку, переснимаем. Следующую петельку мы провязываем лицевой, возвращаемся к 2 переснятым и перекидываем через лицевую петлю. Следующее. Из одной мы вывяжем 3 петли. Вот таким образом. Из 3 петель мы вывяжем 1. Переснимаем, лицевую провязываем, 2 переснятые перекидываем через провязанную петлю. Вот так. Опять из одной 3. Из 3. Одну. Вот она. И еще раз. Из одной 3 петли. Из 3 вывяжем 1 петлю. Переснимаем, провязываем лицевую, переснятые перекидываем через провязанную петлю. В конце кромочная. В изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными. И сразу же вам скажу, если вам будет необходимо вязать этот узор по кругу, вяжите в изнаночном ряду все петли лицевые. Лицевые ряды вы оставляете так, как они есть, так, как я вам показала, а изнаночные ряды вяжите лицевыми петлями. Мы довязали раппорт узора в высоту. Вот такая красота у нас получается. Давайте посмотрим образец побольше. Вот что у нас в итоге должно получиться. Невероятной красоты узор. Я просто в него влюбилась навсегда. Очень красиво. Очень красиво. Супер. Представляете себе кардиган этим рисунком, этим узором. Вот так узор выглядит с лицевой стороны. Вот такая у него тоже симпатичная изнаночная сторона. Сейчас очень в моде крупная сетка. Но если она еще и вот такая красивая, как эта, ну все, модницы, держитесь. Очень достойный, красивый узор. Очень. Надеюсь, он вам тоже очень понравится. Ну и вяжите с удовольствием, доставляйте радость себе и своим близким. А на этом мастер-класс я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики и не забывайте подключить колокольчик, чтобы он оповещал вас о выходе новых видео. А вам, мои дорогие, я хочу пожелать всего самого доброго, крепкого здоровья и хорошего настроения. Всем пока!